Всем приветище. Это канал Kudus Crazy Train. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск, а, скажем, новый шаг в развитии канала. И перед тем, как начать, хочу напомнить о цели, которую я перед собой ставлю. Это поддержка экстремальной музыки, экстремальной сцены, в основном нашей, отечественной. Попытка исправить несправедливость, состоящую в том, что талантливые музыканты, талантливые группы, которые выпускают отличные альбомы, остаются или совсем неизвестными, или малоизвестными. Вот так, хотя бы показав их компакт-диски или показав их, мы как-то знакомим более широко зрителей с их работами. Так, сегодня у нас видеоинтервью с группой Mourner, с ребятами Гором и Севом. Они живут в Ростове-на-Дону, а их барабанщик AD, или если расшифровать After Death, он живет в Ейске, поэтому в этом интервью он участие не принимал, но всем привет передавал. В одном из предыдущих своих видео я показывал их альбом Apogee of Nihility, или Апогей небытия. Так вот, я советую вам то видео посмотреть, потому что без понимания, о чем шла речь, возможно, вам данное видео и данное интервью покажется не совсем раскрытым. Вот этот альбом. Так, а почему именно группа Mourner? Потому что я люблю Doom Dead и сам его играю в своей группе Холта. И из-за того еще, что этот альбом мне очень сильно понравился, я захотел поближе с ребятами познакомиться и вас с ними познакомить. Для того, чтобы это видео записать, я планировал сесть в машину, сгонять в Ростов-Дон и в Ейск, чтобы снять все. Но, к сожалению, пандемия, сами понимаете, чтобы не оказаться зараженным, никого не заражать, мы решили сделать все это в дистанционном формате. Итак, мы начинаем. Привет, парни! Привет, Алексей, привет, друзья, мы группа Mourner. А вы скажите мне, а вот Фокс, он в законе вор? Или так приблотненный, я что-то не пойму. Итак, вот перефразируя эту крылатую фразу, спрошу, а Mourner это одноразовый студийный проект или все-таки это группа? Будет ли продолжение? Успокойте своих уже появившихся фенов. К великому сожалению, наш проект является пока студийным, в силу независящих от нас обстоятельств. Дело в том, что мы разделены двумя городами, Ростов-на-Дону и Ейск. Спешим порадовать всех наших фенов, что проект наш не одноразовый, уже записан весь материал на второй альбом и в данный момент находится на стадии сведения и мастеринга. Парни, это просто отличнейшая новость. Ждем новых пластиковых блинчиков. Вот следующий вопрос. У Сева было Нахарет, а у вас Сейди и Раго. Там вы исполняли Блэк и всячески поклонялись языческим богам.
что же случилось, почему вы решили перейти на думовые рельсы? Я так подозреваю, что, наверное, вы уже просто стали старичками, и у вас не хватает сил, чтобы долбить по пластикам с прежней скоростью и теребить струны. Лихо ты нас записал в старперы. Нет, конечно. Просто на момент создания Mourner каждый из нас в своих основных проектах, как нам тогда казалось, уже все сделал и, как говорится, все сказал. И мы с Эйвом, накатив по писюрику, решили вернуться к корням и сделать ту музыку, на которой мы воспитывались, и как металлхеды, и как музыканты. В принципе, то, что вы можете услышать, это на первом альбоме Mourner. Да все мне понятно. Но все-таки кто у вас за Чайковского, а кто за Пушкина? Спасибо, конечно, за Пушкина. Действительно, за текстовую составляющую группы отвечаю я. За музыку отвечаю я, автор Десса отвечает за огранку народного материала и отсекает лишнее. За Пушкина спасибо сказали, а вот за Чайковского почему-то нет. Ну ладно, следующий вопрос. Я не нашел на ваших ресурсах никаких данных о возможной концертной деятельности. Я так понимаю, что вы не репетируете из-за того, что живете в разных городах, но ведь между Ростов-Доном и Ейском всего-то 200 километров, так что в наших современных реалиях, чтобы доехать, это всего лишь часа 3, наверное, максимально. Так что это не может служить оправданием. Я думаю, что вы просто свои физиономии не перевариваете при встрече. Или еще другой вариант. Скорее всего, что вы испытываете паническую боязнь сцены, и из-за этого не хотите выступать живьем. Так ли это? Как я говорил выше, действительно наш проект на данном этапе является студийным. Он, в принципе, так и задумывался. И разделение по территориальному принципу одна из немаловажных причин. Ой-ой-ой, что-то здесь похоже не так. Ну, да ладно, оставим это на вашей совести. А вот скажите еще такой вопрос. Вот альбом 2019 года записан просто офигенно. Но нигде нет ни видео, ни фоток, разве что одна фотка на фоне обоев, да видео около компьютерного столика. Где вы записывались? Это была запись в домашних условиях? И кто же тот гений, который сумел не напортачить при записи? Да, запись альбома проходила в домашних условиях. Гением сведением, мастерингом является у нас автор Десс, за что ему огромнейший респект. И увожу. А одиночное видео и фото, как ты говоришь, на фоне обоев ВКонтакте, это записи уже нашего нового материала. Спасибо за информацию, что разъяснили. Поехали дальше. С момента предыдущего альбома прошло уже 1,5 года. Набежала масса всяких рецензий, из которых большинство позитивные. Я так понимаю, что, естественно, продвижением вашего релиза занимался ваш лейбл Satanat Records. И в связи с этим вопрос, как же вы оцениваете работу вашего лейбла? Ну и еще один маленький подвопрос. Вы знаете, сколько копий продал Алексей Королев, владелец лейбла, и сколько бабла он на вас уже заработал? Да, действительно, рецензий за год так нормально появилось. И большой процент из этих рецензий с иностранных порталов. Ну, в принципе, как-то даже непривычно, что все они положительные. Обычно людям дай возможность поиздеваться, как они по нотам все темы разберут и чтобы косяки найти. А тут прям все огонь, все нас устраивает. Спасибо всем огромное. О работе лейбла могу сказать только положительно. И мы, в принципе, надеемся на дальнейшее сотрудничество с ним. Ну а по поводу количества проданных экземпляров, инфа находится в открытом доступе, и, судя по ней, Алексей очень круто наварился на нашей группе, да. Шутка, конечно. Если можно навариться вообще на такой музыке. Ну, я думаю, что всем известны примеры, когда на экстремальной музыке неплохие деньги люди зарабатывают. Ну или, по крайней мере, на токарном станке им уже не приходится работать. Это и Napalm Death, и те же Paradise Lost, и My Dying Bride, и лейблы их выпускающие. Так что об этом можно долго дискутировать. Теперь вопрос из личной сферы. Судя по фоткам в ваших соцсетях, вы
в своей ростовской компании часто собираетесь, чтобы пожарить шашлык-башлык и его употребить под янтарную жидкость или нечто покрепче? Расскажите теперь, часто вы собираетесь, чтобы отпраздновать что-либо, ударить в поддых своей печени? Это да, проверить печень под нагрузкой мы любим. Стараемся встречаться. Как чаще на день рождения, праздники, 23 февраля, Да, шашлычок. тяжелая артиллерия. Да, янтарная жидкость Уже не актуально, да. да. Ну и к тому же я с некоторых пор занялся самогоноварением, так что недостатка боеприпасов тяжелой артиллерии мы не испытываем. Спасибо вам за честный ответ, полностью поддерживаю. Следующий вопрос, он касается такой темы, а зачем же вообще начинающим металлистам, или может быть уже и людям со стажем, покупать именно ваш альбом и вообще покупать компакт-диски? Зачем покупать? Я думаю, молодым нужно покупать наш альбом для того, чтобы узнать, что в принципе есть такое направление в музыке, как Doom Death Metal. Ну а старым металлхедам для того, чтобы окунуться в атмосферу их молодости, когда они слушали, либо играли такую музыку. Ну и напоследок, ваши пожелания, напутствия или может быть даже проклятия. Ну что можно пожелать нашим фенам? Оставайтесь всегда с нами, мы вас не подведем. Слушайте тяжелую и красивую музыку. Вот так мы с вами познакомились с группой Mourner. На этом мы прощаемся. До новых встреч. Мир вашему дому.